Приветствую всех на канале со сложным названием. На международном шанхайском автомобильном осмотре, распахнувшем свои двери для широкой аудитории еще в далеком 2017 году, официальный дебют отпраздновал самый малогабаритный представитель кроссоверной линейки компании Dongfeng, получивший название AX. Но тогда он носил лишь статус прототипа, в то время как товарный автомобиль был представлен несколько позже, после чего стартовали его продажи на рынке Поднебесной. С того времени Dongfeng AX4 претерпел рестайлинг, и в текущем году приобрести можно уже обновленную версию компактного кроссовера, отличающуюся от предшествующей и внешностью, и технической, и подкапотной начинкой. А прежде чем перейти к обзору, я хочу напомнить вам переходить по ссылкам в описании, чтобы увидеть больше наших обзоров на автомобили. Ну а теперь обо всем поподробнее. Итак, Dongfeng AX4 – это переднеприводный пятидверный паркетник субкомпактной категории, относящийся к представителям так называемой новой волны китайского автопрома. Он может похвастать запоминающимися прозападным дизайном и современной технической начинкой. AX4 ориентирован на молодых потребителей, ведущих активный образ жизни, для которых одним из важнейших показателей является внешний вид авто. В экстерьере Dongfeng AX4 явно улавливаются черты BMW i3 и Renault Captur. Однако в целом выглядит автомобиль достаточно самобытно, привлекательно и пропорционально. С любого ракурса внедорожник цепляет взгляд оригинальным передком со сложно сочиненными фарами и огромными противотуманками в толстых хромированных оправах, интегрированными в бампер. Динамичный силуэт с рельефными боковинами и зачерненными задними стойками крыши, стильная корма с изящными фонарями и массивным бампером. Что касается размеров, то габариты кроссовера составляют 4200 мм в длину, 1780 мм в ширину и 1622 мм в высоту. Величина колесной базы составляет у пятидверки 2580 мм, а ее дорожный просвет установился на отметке в 185 мм. В боевом виде машина имеет массу от 1238 до 1321 кг в зависимости от модификации. Автомобиль комплектуется 16 или 17-дюймовыми колесными дисками с шинами размером 205 на 60 R16 или 215 на 50 R17. Внутри Dongfeng AX4 демонстрирует красивый современный вид, не лишенный толики спортивности. За счет прямоугольных воздуховодов, рамки которых окрашены в цвет кузова, салон вызывает некоторые ассоциации с последними моделями автобренда Citroën. Центральная консоль нарисована в духе минимализма. На ней размещены 8-дюймовый экран мультимедийного комплекса и оригинальный блок микроклимата с парой тумблеров и кнопками. На рабочем месте водителя сосредоточены мультифункциональный руль с рельефным ободом и нарядный инструментарий с двумя глубокими колодцами, а также цветным экраном борт-компьютера между ними. В передней части салона Dongfeng AX4 применены эргономичные кресла с ненавязчивой боковой поддержкой и широкими интервалами настроек. На втором ряду установлен гостеприимно отформованный диван, однако свободного пространства здесь впритык, особенно в ногах. Багажник у субкомпактного кроссовера достаточно вместительный. При стандартной раскладке его объем составляет 580 литров. При сложенном ряде задних сидений объем увеличивается до 1200 литров. Для Dongfeng AX4 предусмотрен единственный трехцилиндровый мотор объемом 1 литр с турбонаддувом. Он выдает 129 лошадиных сил мощности и 189 ньютон-метров максимального крутящего момента. Силовой агрегат может работать в тандеме с шестиступенчатой механикой или роботом с двойным мокрым сцеплением. Максимально автомобиль может развить скорость до 180 км в час, а в смешанном режиме он потребляет 6 литров горючего на каждую сотню. В основе Dongfeng AX4 лежит переднеприводная тележка DF1, которая является китайской разновидностью платформы PF1 концерна PSA. Кроссовер обладает несущим кузовом, силовая структура которого на большую долю изготовлена из высокопрочной стали. Спереди машина снабжена традиционной независимой подвеской типа Макферсон с поперечным стабилизатором, а сзади полузависимой системой с балкой кручения. Купить обновленный Dongfeng AX4
можно начиная от $11 680. Столько придется отдать за базовую версию. Топовая модификация оценивается в $14 тысяч, что тоже весьма демократично, учитывая комплектацию. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!